Как увеличить число рун, получаемых с убитых врагов? Как приобрести кузнечный камень? Каким образом можно войти в ходящую крепость? Это и многое другое ты узнаешь в этом ролике. Привет, интернет, с тобой Кулак, как-никак, я вас всех люблю, целую и обнимаю. Приятного просмотра. Первый предмет в нашем списке — метеоритный клинок. Найти вы его сможете в этом месте. Статистику данного меча вы видите на своих экранах. Им воспользоваться, к сожалению, я не могу, поэтому кто заценил, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам. А мы переходим к следующему предмету. Итак, для того, чтобы найти следующие предметы, их в этой пещере будет два: змеиный лук и штука, улучшающая вашу добычу рун. Подходим к месту, указанной на карте, и заходим в пещеру на коне с помощью упадшего дерева. При прохождении этой пещеры будьте аккуратны, здесь находятся гейзеры, которые вас очень сильно дамажат. Еще дам совет: старайтесь обходить всю красную жижу, иначе на вас повесится дебаф, с которым вам будет тяжелее сражаться с двумя боссами. Да, в этой пещере будет два босса, но награда того стоит. Сейчас расскажу о том, как их проще убить. Приходите, вызываете прах, о котором я расскажу в этом видео. На начальных этапах самое то намного лучше, чем волки, они бесполезные, я в этом убедился сам. Для начала разберитесь с одним боссом, пока второй отвлекается на ваш прах. После этого оставшегося можно запинать кровавым ударом, либо действуйте на свое усмотрение. Где же находится второй алтарь дракона? Все очень просто, приходите вот в эту локацию, там вы находите новый алтарь. Что же в нем такого нового и примечательного? В том, что здесь находятся новые предметы для получения за сердце дракона. К сожалению, есть предметы, которые получить сейчас нельзя из-за того, что нет сердец. Кому интересно, можете поставить видео на паузу и посмотреть, что примерно дают предметы в этом алтаре. Где найти продавца, который продает кузнечные камни для улучшения вашего оружия? Покупать вы эти камни можете сколько угодно, пока у вас не закончатся руны. И совет, который сам недавно получил от своего подписчика: не тратьте уровни с троечкой вот в этом месте, пожалуйста, не нужно, пока я не нашел способ их получения, так как фармить их очень-очень-очень сложно. Для того, чтобы открыть возможность покупки рун, вам нужно убить босса вот в этой вот локации и получить колокольчик, который нужно отдать тому торговцу, которого я показал чуть ранее. После этого у вас откроется доступ к покупке рун. Талисман с эффектом сопротивления магии, всей магии. Считаю его очень полезным. Находим пещеру, заходим, убиваем босса, выходим с чистой совестью, с талисманом в кармане и идем к следующему предмету. Очень сильное заклинание, которое требует 41 единицу веры. Ваншотит меня просто великолепно. Подгореть от этого заклинания я смог довольно сильно и довольно часто. Приходим к данной локации, заходим внутрь, чпокаем босса и со спокойной душой идем тушить жопу. Прах солдат Годрика найти довольно легко в открытом мире. Для меня этот прах оказался очень полезным на ранних этапах. Призывает двух солдат, и они танчат очень большое количество здоровья. Считаю его самым лучшим для начала. А оставшийся прах я, к сожалению, еще не нашел, но самый топовый, я считаю, это Олежа, прах Олежи, который находится в самом начале игры. Для этого нужно прилететь в самую стартовую локацию, где вставляется мечевидный ключ, пройти данж, который я прошел с 5-6 раза, убить там вредного босса, и с него выпадет тот самый прах. Так как он требует слишком много очей колдовства, я его практически не использую, поэтому рекомендовать его сейчас я не буду. Как спустить ходячую крепость? Все очень просто. Эту идею мне подсказал подписчик, сам бы я не догадался, потому что я долб. Нужно прийти к этому колоколу, расстрелять черепки, находящиеся на ногах, и после этого крепость упадет. То, что находится внутри, сейчас вы увидите на своих экранах. А что будет, если открыть могилу, я спойлерить не буду. Пусть это будет для вас сюрпризом. Дорогие друзья, не выключайте ролик, сейчас будет очень важная информация. Следующий ролик будет посвящен броне. Как ее выбить, с каких мобов и в каком месте. Чтобы не пропустить новые ролики, попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и прокомментировать это видео. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, до следующих роликов, всех обнял. Муа.